20 мая официоз отмечал как свой праздник две годовщины – взятие Бахмута в 23 году и Мариуполя в 22-м. Среди празднующих оказался в том числе и Российский следственный комитет. В связи с чем довольно широко разошелся фрагмент выступления главы СК Александра Бастрыкина. После освобождения Мариуполя мы туда прибыли, и меня поразило, я об этом уже говорил, насколько сильно был уничтожен город. Просто потрясающе. Я сравнил бы блокадный Ленинград с Мариуполем. Мариуполь меня просто потряс. Город был практически стерт с лица земли. Там никаких военных объектов не было. Интересно, а кем был уничтожен город и зачем? Цитата Бастрыкина прозвучала на очередном, уже 13-м Петербургском международном юридическом форуме. Стоит сказать, что в этом названии правдивым сейчас остается разве что слово «петербургский». И на протяжении последних лет одна из главных звезд этих мероприятий как раз глава Следственного комитета Бастрыкин. Если отследить его выступления, то именно в Петербурге он любит напасть и на Государственную Думу, и на частный бизнес, а то и на мэрию Москвы. С прокуратурой же у него и вовсе идет борьба. Возбуждаем уголовное дело по миграционному преступлению, нам прокуратура, используя свое право, отменяет наше решение. Я избрал тактику борьбы с прокуратурой таким образом. Они отменяют, а я даю команду повторно возбудить. Иногда до 3, до 4 раз приходится. Чего вы смеетесь? Знаете, как напряженно? А страдают-то люди. Вы из прокуратуры? Нет? Главный же предмет недовольства главы СК – это миграционная политика и мигранты. Причем людей, уже вступивших в российское гражданство, Бастрыкин продолжает называть мигрантами. И адаптирует под российские реалии старые антисемитские пасквили про инородцев, которые, дескать, ударили ножом в спину Германии в годы Первой мировой. В комментариях, которые я стараюсь читать в наших сетях Следственного комитета, вот такая идея высказывается людьми. Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, обратно к себе на родину. На родину, да, лишить гражданства. Да. В прошлом году Бастрыкин намекнул на возможность создания антимигрантских отрядов из ветеранов СВО, что тоже вполне себе адаптация немецкого опыта. Тогда главный следователь России вообще похвастался, что смог схватить и отправить на войну 10 тысяч человек. Нас будут защищать ребята, которые на СВО, по-моему. Вот такое у меня чувство. Надо их дождаться. Только на них надежда. Да. Потому что очень много заявлений, когда парень на СВО, а здесь близких обижает мигрант. Почему мы избрали тактику, я еще раз похвастаюсь. Это наш тоже тренд, так сказать, мы его открыли. Хватаем с помощью рейда, ставим на учет и туда. В этом году Бастрыкин отчитался, что поймал 80 тысяч человек, не вставших на воинский учет, и отправил на фронт 20 тысяч из них, каждого 4-го. Обратите внимание, глава СК не единожды и прямым текстом говорит про граждан России, что их отлавливают. Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить, потому что вот как этот герой, их могут же послать на передовую, но этот-то пошел ради гражданства, а те нет. Значит, 80 тысяч мы отловили, поставили на воинский учет, и уже 20 тысяч молодых граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане, находятся на передовой. Вот кто это показывает? Это наше? Да. Вот как это понимать? Может быть, кто-то может объяснить, что им не живется на своей родине? Бастрыкин, конечно, подмигивает аудитории, подразумевая, что человек, недавно получивший паспорт, как бы не совсем россиянин, а тем, кто его слушает, тут беспокоиться типа не надо. Однако тут юридический так-то форум. С точки зрения основного закона страны между россиянами нет никакой разницы. Гражданство является единым и равным, независимо от основания его приобретения. Поэтому такая ксенофобия легко перетекает в русофобию. Если можно устраивать рейды и отлавливать россиян неславянской наружности, так и всех остальных, получается, тоже можно.
Что вообще за гранью понимания, так это случившийся на форуме диалог Бастрыкина с главой Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Руководитель службы заметил, в российских школах есть примеры травли приезжих. Председатель СК ответил, ну слава богу, хоть где-то есть. У основателя российского видеоблогинга Ильи Мэдисона одно время была авторская передача с говорящим названием «Днище». Там рассматривались всякие трэшовые видеоблоги из нижних слоев интернета. Если бы такая программа существовала сейчас, ей точно стоило бы отследить трансляции с этого вот нового петербургского форума. Я просто назову некоторые из тем выступлений. Депутат Госдумы Яна Лантратова обвинила Моргенштерна, инстасамку и детские книги в пропаганде идей «жить в свое удовольствие». Министерство юстиции решило создать спортивный реестр, чтобы избежать Майдана с участием спортсменов. Представитель Талибана поделился с Минюстом России опытом по созданию шариатских судов и тюрем. Советник Путина заявил, что СССР продолжает существовать, и война в Украине – это внутренний процесс. Зампред Госдумы Яровая предложила ввести в вузах курс по истории правды Великой Отечественной войны. Не по истории самой войны, а по истории правды. Министр юстиции Чуйченко проверил декабристов на иностранное влияние. Он же призвал изучить всю российскую историю на предмет иностранного влияния. И он же, министр юстиции, заявил, укрепление государственности, говорит, важнее, чем соблюдение законов и прав граждан. Константин Чуйченко не самый медийный из российских министров, но, как видите, в данном случае составлял конкуренцию Бастрыкину. Одна из новых идей относительно законопроектов, законодательной активности возникла у Чуйченко в ходе дискуссии с Соловьевым. Министр заявил, что сейчас в российском законодательстве есть, мол, всего два основания для освобождения человека от уголовной ответственности. Это действие в состоянии крайней необходимости или необходимой самообороны. Чуйченко не уточнил, что на практике любая самооборона может привести к тюремному сроку. Это, кстати, очень давняя и обсуждаемая в обществе проблема правоприменения в нашей стране. Но вместо того, чтобы обсудить ее, Чуйченко предложил ввести третье основание для освобождения от уголовной ответственности – защита нравственных ценностей. Почему-то в качестве примера он привел случай, когда мужчина получил 8 лет колонии, потому что убил насильника, напавшего на его малолетнюю дочь. Неясно, правда, какое отношение имеет к этой ситуации формулировка «защита нравственных ценностей». Защита ценностей – это такая резиновая формулировка, в которую запихнуть можно что угодно. В прошлом году и безо всяких юридических нововведений в Москве смогли избежать ответственности двое защитников. Они постояли за честь и достоинство ЧВК «Вагнер», напали в автобусе на 87-летнего пенсионера, который якобы нелестно высказался о стихийном мемориале, мимо которого проехал автобус. Пожилого человека ударили в живот, с нецензурными криками и оскорблениями скрутили и передали полиции, сломали ему слуховой аппарат. Против нападавших сначала возбудили дело, а потом прокуратура дважды постановление отменила. Хорошо еще не повесили уголовку на самого пенсионера. Вот это защита традиционных ценностей. Но вообще-то всякий читатель новостей знаком с таким жанром. Какой-то министр, депутат или телеведущий вносит заведомо вздорное предложение, а все, кому интересно, этот вздор некоторое время обсуждают. Чтобы совсем скоро забыть навсегда. Задача тут поупражняться в красноречии, развлечь себя и публику. Все понимают, что абсурдная идея все равно никогда не станет законом. Эта практика существует в большинстве развитых стран. Была она и в России до войны. Но сейчас жанр комедии политического абсурда переживает не лучшие времена. Потому что черт его знает, какая чушь, озвученная сегодня, казалось бы, ради хайпа просто, уже завтра станет частью государственной политики. Рискнем предположить, что пенсии в России все же не отменят. А то вот это недавно тоже обсуждалось после телеэфира одного из коллег Соловьева. Я не верю вообще ни в какую идеологию. Единственное, что я раз за разом предлагаю в эфирах Соловьев Лайв, давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости не есть. Нет, сдохнешь. Но вот предложение Чуйченко не наказывать преступников, которые, мол, защищали нравственные ценности, оно де-факто уже действует. Реплики чиновников и телевизионщиков с госканалов давно превысили меру того обычного бреда, который может присутствовать в инфополе государства. К
К тому же малоприемлемые высказывания перестали встречать на своем пути норму. Каких-то журналистов, которые скажут, что это бред. Ну или людей, которые просто это не примут. Потому что сами высказывания превращаются в новую нормальность постепенно. А критиковать их может быть опасно для безопасности и даже свободы критикующего. Смешно, когда чья-то ахинея становится одной из многих новостей. Но не так весело, когда новостная лента состоит из ахинеи целиком. Причем из очень злой такой, античеловечной ахинеи. Нас бы точно позабавило одно неадекватное выступление на серьезном мероприятии, связанном с юриспруденцией. Оно могло бы быть примечательным курьезом. Но Большой юридический форум превратился целиком в очередной генератор неадекватности. Чем настроение не поднимает совсем. Непрерывный поток агрессивного бреда людей пугает, а когда перестает пугать, утомляет. Мне кажется, что мы все страшно устали и от Бастрыкина, и от Чуйченко, и от Медведева, который тоже наговорил на форуме всякого. Это как комната с кривыми зеркалами. Вызывает эмоции, веселье или страх лишь ограниченное время. Тут самое место задаться вопросом, почему все это происходит? Почему люди, по интеллектуальным способностям годные разве что охранниками в пятерочке работать, занимают посты министров? Россия – большая и развитая страна, где много образованных и квалифицированных людей. Почему же министрами или главами важных ведомств работают такие персонажи? Дело все, как обычно, в несменяемости власти. Любой политик приводит с собой на ключевые посты людей, учитывая их лояльность себе. Но в начале правления выбор у него большой. Люди вокруг него еще вчера занимались или научной работой, или выполняли какую-то практическую работу на госслужбе, или коммерческими предприятиями руководили, или занимались политикой. Из большого количества разных лояльных людей можно выбрать наиболее профессиональных и назначить их на соответствующие посты. Когда же политик у власти долго, например, лет 5 или тем более 10, он в основном видит вокруг себя тех же самых людей, которые со временем обрастают интересами, а квалификацию теряют, так как работа высокими начальниками с реальным миром связана очень слабо. Новых же людей с более профессиональными и адекватными взглядами на мир такие выдавливают, потому что они несут угрозу старым кадрам. Такая команда становится слабее, делает глупости, теряет власть и сменяется новой. Но если власть не меняется 25 лет, и еще при этом в процессе на 180 градусов меняет политику, то наверху остаются только самые лояльные, самые нерефлексирующие и самые отмороженные. Потому что через 25 лет никакого иного требования, кроме абсолютной лояльности, чтобы находиться наверху, быть не может. И вот мы видим то, что видим. Министр и председатель СК оба знакомы Путину еще с института в Ленинграде. И оба сегодня несут такую чушь, которую девятиклассник на уроке в районной школе сказать постеснялся бы. Позорище. До завтра.